Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы с вами будем разговаривать касательно того, как поставить верстаки на свой корабль. Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А вот теперь поехали. Это можно сделать в самом начале игры. По сюжету вас приведет в систему Альфа Центавра, на планету, где находится одна из фракций, с которой у нас идет основной сюжет. Планета Джемисон. И нам нужно будет отправиться на новую Атлантиду. Смотреть будем на примере нашего стартового корабля. Только давайте-ка сначала посмотрим, что у него внутри. Чтобы посмотреть, что будет до и после. Вот он, наш красавчик. Вообще, дизайн кораблей в данной игре очень крут в том плане, что это не просто красивая нарисованная моделька, но еще и при этом конструктор, который вы можете собирать так, как вы хотите. Вот мы попали в, ну как сказать, каюту. Размеры у нее 2 на 1. Вы все ее видели, когда только заходили на стартовой локации в него непосредственно. Вот как это выглядит по умолчанию. Давайте-ка теперь это дело изменим. Выходим из корабля, и нам нужно найти техника. Техники находятся обычно рядом с посадочными площадками. На Новой Атлантиде он находится вот в этом месте. Подходим к нему, выбираем этот пункт. Я хотел бы просматривать и изменять свои корабли. Отлично. Вот наш корабль. Стартовый, подчеркиваю. Нажимаем клавишу B. Все, мы теперь можем его изменять. Выбираем каюту, в которую мы заходили. Вот она. Размером 2 на 1. Абсолютно обычная. Без угрызений совести удаляем. После чего нажимаем клавишу G, русскую P. И ищем следующее. Щиты, структура, оружие, заливы, груз, кабинеты, докеры, двигатели, топливные баки, посадочные, гравиприводы, хабы. Нашли. И вот, к примеру, Деймос 2 на 1. Начинаем листать с конца. Видим мастерская Деймоса, либо воркшоп Деймоса. Вот как он будет выглядеть. Воркшоп, в смысле, на английском языке у вас он будет выглядеть так. Ставим. Все. Нажимаем Tab. Подтверждаем. И выходим. Возвращаемся на корабль. Видим то, что поменялось. Да, цвет другой, но можно будет перекрасить. Мы сейчас не говорим за эстетическую составляющую, а за, так сказать, то, что может нам предложить данный модуль. И вот, смотрите. Оружейный верстак. Промышленный верстак. Верстак для космических скафандров. Ну и, собственно, исследовательская лаборатория. А вот Nova Galactic Workshop 2 на 1 будет выглядеть уже в стиль данному кораблю. Но там есть не все, что нам нужно. К примеру, давайте-ка поставим научную лабораторию туда. Только она немножко съехала. Такое может быть как-никак. Игра довольно в этом плане капризная. Выбираем, скажем, вот эту точку опорную. Поставили. Интер. Подтверждаем. Выходим. Пожалуйста. Фармацевтическая лаборатория. Еще есть такая штука, как станция приготовления пищи, она же кухня. И во втором жилом отсеке, ну, размера 2 на 1, ее нету. Нужно будет, видимо, смотреть уже потом. Более большие размеры. Пока что, друзья, не могу этого сделать. И вообще лучше я это сделаю в одном большом отдельном видео по поводу того, как собирать различные корабли под различные задачи. Как-то так. И еще один момент. Модули, которые продаются здесь, могут не продаваться в другом месте, скажем, здесь. И тут будут продаваться другие. Если вам как-то хочется, чтобы ваш корабль выглядел определенным образом, то придется полетать, посмотреть и запомнить, где что находится. Либо, опять-таки, со временем, как я более сильно погружусь в данную игру, я все это дело отсниму и покажу, где что можно купить. Потому что есть вот, к примеру, одна некоторая проблема. Чтобы сильно вас не закидывать информацией, вкратце по поводу той проблемы. У нас есть лендинг-джиры, которые ставятся по бокам, которые позволяют нам садиться и взлетать. Но прикол в том, что есть
Такие лендинг-джиры, которые можно ставить вниз вашего корабля, что немножечко развязывает нам руки в плане грузовых отсеков. Но, повторюсь, это все будет в отдельном большом видео. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное в описании под видео. Все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.